Всем привет! Меня зовут Ксюша. В этом видео легкий способ нанесения декоративной штукатурки из обычной шпаклевки при помощи валика. Первым делом обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Основа у меня уже прогрунтована и покрашена в черный цвет. Далее на поверхность нужно нанести ровный геометрический рисунок. Для этого потребуется шаблон, который можно сделать из толстой бумаги либо пластика. Я уже вырезала квадраты и треугольники двух разных размеров, поменьше и побольше. Беру серебристую краску, заколерованную в синий цвет. Набираю ее на кисточку и беру большой треугольник. Теперь обвожу его на поверхности. Прокрашиваю на ширину малярного скотча, который наклею в дальнейшем. Делаю следующий треугольник. И также на ширину малярной ленты обвожу вокруг треугольника. Сделала два треугольника, теперь беру квадрат. Набираю еще краски. Точно так же обвожу квадрат. Обвела первый квадрат. Снимаю. Обвожу на новом месте. Стараюсь нанести краску максимально плотно, чтобы меньше просвечивала подложка. Обвели большие треугольники и квадраты. Теперь ждем высыхания краски в течение часа. Блестящая краска полностью высохла. Далее нам нужно обклеить наши квадраты и треугольники при помощи малярного скотча. У меня он двух видов, поуже и пошире. Беру сначала широкий. Начинаю обклеивать с верхнего треугольника. Проклеиваю я вдоль вот этой линии. Клею малярный скотч дальше. Приклеила последнюю сторону треугольника. Теперь беру резак. Вы можете взять канцелярский нож и делаю острыми края. Прорезаю малярный скотч, чтобы углы были все ровные и аккуратные у треугольника. Это важно. Сделали все уголки. Последний скотч нужно будет подогнуть таким образом. Крупные фигуры квадратов и треугольников готовы. Теперь берем маленькие фигуры, черную краску цвета основы и кисточку. Теперь представляю к поверхности наши маленькие фигуры и прикидываю, как они в дальнейшем будут у нас смотреться. Можно расположить таким образом, можно так расположить, а можно вот так. Я выберу третий вариант. После того, как я наметила, на какую сторону будет располагаться маленький треугольник, я эту сторону прокрашиваю черной краской. Прокрашиваю по контуру. Я это делаю для того, чтобы в дальнейшем наш новый цвет не наслаивался на синий-серебристый, который уже нанесен, а просвечивал только черный. Прокрасила место для будущего треугольника. Теперь примеряю квадрат к квадрату. Вот таким образом будет располагаться в дальнейшем. Прокрашиваю, значит, вот эту сторону.
Теперь дожидаемся, когда высохнет черная краска. Черная краска полностью высохла. Теперь аналогичным образом обводим маленькие треугольники и квадраты. Только делаю я это уже с помощью краски цвета хамелеон. Прикладываю к поверхности и обвожу по контуру маленький треугольник. Делаю это с небольшим запасом, чтобы также скотча хватило на это место. Теперь переклеиваю на следующий треугольник. Беру квадрат. Прокрасили все мелкие фигуры по контуру вторым цветом краски. Дадим ей полностью высохнуть. После этого наклеим малярный скотч, более тонкий, по контуру фигурок. Все готово. Теперь нам понадобится полимерная шпаклевка, предварительно заколированная в серый цвет. Нанесу я ее при помощи такого валика со средним ворсом. Беру шпаклевку, перекладываю ее в ванночку. Раскатываю валик. Прокатываю валик, убираю излишки. Теперь наношу шпаклевку на всю поверхность, создавая легкую шубку. Так накатываю на всю поверхность, в том числе и на скотч. При работе можно особо не спешить, главное равномерно заполнить всю поверхность шубкой. При этом ставьте боковое освещение, чтобы была хорошо заметна получающаяся фактура. Обратите внимание, при нанесении наш загнутый скотч очень хорошо виден. В дальнейшем его будет легко оторвать с поверхности. После первого слоя шпаклевки все равно видно, что кое-где просвечивает синего цвета краска. Поэтому нужно будет нанести второй слой. Набираю шпаклевку на валик, убираю излишки. Нанесли первый слой шпаклевки. Теперь нужно дождаться ее полного высыхания, потом нанесем второй. Первый слой шпаклевки у нас хорошо просох. Теперь я наношу второй, но не на всю поверхность, а частично. Делаю хаотичный рисунок. Здесь полосу, так и так. Теперь беру шпатель и приглаживаю созданные нами островки, двигаясь в разные стороны.
Добавляю еще в тех местах, где мне кажется, что не хватает рельефа. Добавила и тут же убрала шпателем. Закончили нанесение шпаклевки. Теперь снимаем скотч и тянем за наши хвостики. Все достаточно легко и просто снялось, и не нужно искать, где у нас замурован скотч. Шпаклевка полностью высохла, осталось нанести защитный слой лака. Беру лак, наливаю в ванночку. Раскатываю лак по ванночке. Лак я использую глянцевый, так как он хорошо подчеркивает рельеф поверхности. Лак я нанесла, теперь ждем его высыхания. После я сниму скотч с краев образца и подведу итоги. Декоративная штукатурка получилась очень необычной и в то же время простой в нанесении. Каждый сможет своими руками повторить этот способ и украсить свой дом такой декоративной штукатуркой. Вариантов геометрии огромное количество. Я вырезала шаблон квадратов и треугольников в пропорциональной зависимости от разницы в толщине малярных лент. Отличаются ленты примерно на 30%. Соответственно, разница в размере фигур такая же. Визуально это создает иллюзию, что фигуры одинаковые, но расположены на разном удалении от вас. Можно их сделать более отличающимися по размеру и толщине линий, распределить их более хаотично по поверхности и придать им разнообразные цвета. Такой вариант отлично подойдет для финишной отделки стен в детской. Сделает помещение светлее, а яркие линии геометрических фигур, хаотично расположенных по поверхности стен, будут поднимать настроение. Можно сделать геометрический узор только на одной стене, тем самым выделив ее, а остальные оставить просто с легким рельефом, созданным при помощи валика. Этот рельеф практически незаметен издалека, он только переливается в лучах света за счет глянцевого лака, который подчеркивает рисунок фактуры. Зато вблизи очень детализированный и смотрится интересно. Подчеркнуть его можно за счет бокового освещения, если это потребуется. В общем и целом образец здоровский и простой в исполнении. Главное тут аккуратность с малярным скотчем. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем здоровья и удачи!